Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на весну 2026 года. Да, друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать 3 месяца. Я расскажу про март, апрель, май и июнь, потому что астрономическая весна у нас заканчивается 21 июня. И да, хочу поздравить рыб с днем рождения, потому что для вас этот год, эта весна, реально это время изменений. Поэтому все те, кто давно хотел что-то в своей жизни поменять, кардинальные изменения совершить, это время как раз-таки для вас. Ну да, это общий гороскоп, но я буду рассказывать специфику по декадам, потому что у каждой декады свои личные изменения. И если у рыб первой декады вся весна связана с прохождением кармических узлов по вашей декаде, так еще и с аспектом Урана, когда хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, но надо менять, надо экспериментировать, пробовать что-то новое в работе, в карьере, в отношениях. Это ни в коем случае не говорит о том, что нужно бросать свои отношения, добавить что-то новое, думать по-новому, новая тактика, понимаете, и в личной жизни, в работе. И тогда все заиграет теми красками, которые вы хотите. У второй декады это, конечно же, реализация, большая, мощная, масштаб вашей личности, движение вперед, в рост, расширение вашей карьеры, либо же вашей жизни. У рыб третьей декады у вас, дорогие, очень много интересных событий, но тем не менее. Здесь, конечно же, аспект Урана в гармоничном аспекте до конца апреля будет еще на вас влиять изменениями, а там уже потом движения совершенно другие. Естественно, на что решитесь, то у вас и получится. Ну что, дорогие, поехали. Этот март, он, можно сказать, остались какие-то финальные штрихи, но нет. Основная часть событий, которые мы не сделали, у нас как раз-таки стекается к 19-20 марта. У нас новолуние в рыбах 19 марта, и 20 марта включается астрономический Новый год. То есть в этом году с 20 марта, если смотреть по Гринвичу, с 14 часов 38 минут у нас уже начинают рождаться овны в этом году. Солнце переходит в первый градус овна, и включается астрономическая весна, астрономический Новый год. Что хочу сказать, что к этим числам как раз-таки у нас стекаются очень множество возможностей, переживаний. У нас, конечно же, здесь и Лилит в квадратурах на кармических узлах стоит. Конечно же, на кого влияет? Влияет максимально на рыб первой декады. Поэтому, дорогие, понимайте, что если у вас есть какие-то волнения по поводу вашего движения в будущее, естественно, это нормальная история. Вы же должны максимально понять, чего вы на самом деле хотите или не хотите. Отслеживайте свои страхи. Я всегда говорю, самый наш потрясающий бюджетный психолог, это вот берем блокнотик и пишем на самом деле, чего мы боимся, чего мы хотим, и как-то это в своей жизни с этим разбираемся. И должно получиться. У рыб второй декады хорошее время, как раз-таки у нас 11 марта вышел из ретроградного движения Юпитер, который идет по второй декаде рака, делает потрясающий гармоничный аспект к Солнцу, рыбам второй декады. Поэтому у вас, дорогие, масштаб вашей личности. Что вы хотите сделать в своей личности, в жизни, да, из своей личности в том числе. Вы хотите карьеру, потому что Юпитер – это социальная планета, которая движет нас в карьере. То есть мы хотим чего-то достичь в обществе, да. Мы хотим больше денег, мы хотим признания, Юпитер связан с признанием, да, мы хотим как-то расширить границы своей работы, то есть если это работа с командировками или это какие-то международные проекты, если вам для этого нужны, например, какие-то компетенции, знания иностранных языков, потрясающе включать в эту историю рыбы второй декады, у вас должно получиться какое-то новое обучение, образование, тоже хорошая история, потому что сейчас и ретроградный Меркурий до 21 марта еще идет по второй декаде рыб, и Марс точно там же находится. Поэтому ищите вдохновение в себе, что вам хочется делать и сделать, что вы еще не сделали.
Возможно, вам хочется расширения в семье, потому что Юпитер сейчас идет по знаку Рак. Это хочется расширения в семье, создать семью, например, появление ребеночка в вашей жизни. Тоже очень хорошая история, которая будет с вами еще до конца апреля, дорогие рыбы второй декады. Поэтому здесь, конечно же, включайтесь. В марте эта история будет очень активная, пока и Меркурий, и Марс идут по второй декаде. Рыбы третьей декады. У вас, дорогие, работает очень гармоничный аспект Урана из последней декады Тельцов. Но Уран сам по себе еще находится вот в марте и к 20 числу и позже. Конечно, он находится в гармоничном аспекте с Сатурном, с Нептуном, с Солнцем и с Плутоном. То есть это история больших ваших взлетов, кардинальных решений, каких-то новых проектов, новой работы. Но опять же, это не должно быть что-то такое легкое, отлетевшее, потому что планеты, которые я перечислила, они вообще не легкие. И там фигурирует Сатурн, как вы увидели. А Сатурн – это планета ответственности. Поэтому если вы хотите новую работу, новую должность, прекрасно понимаете, что там придется поработать, взять новую ответственность, будут сложности, но это на гармоничных аспектах. И хорошее время сейчас браться за какие-то сложные проекты, за которые раньше руки не брались. Уран до 26 апреля 2026 года вам всячески помогает, рыбы третьей декады, поэтому здесь включайтесь, делайте свой максимум, не бойтесь, не переживайте. Страшно всем. Из варианта потянете или не потянете, я думаю, что потянете, судя по аспектам. В легкости не обещаю, потому что Сатурн, это, конечно, планета, сами понимаете, какая. Нептун – это планета эмоций, ваш управитель. Но если вы четко структурируете свои эмоции, желания, у вас нарисуется тот самый план. Хорошая история приобретать недвижимость у рыб третьей декады в этом как раз-таки марте, поэтому здесь действуйте прекрасно, заключайте сделки, присматривайте, в том числе будет получаться. Если отложится еще на апрель, тоже хорошая история. Апрель, в принципе, я для всех рыб обещаю тоже потрясающий такой момент. И да, вот такой у нас будет март. Единственное предостережение. Рыбы второй декады с 14 по 24 марта будьте аккуратны как раз-таки со своей репутацией, с покупками, особенно легкими. То есть если вы собрались приобретать, например, недвижимость на расширение, например, семьи, на расширение жилплощади, если вы собрались тратить деньги, то есть вкладывать деньги во что-то стабильное, мощное, фундаментальное, например, образование, которое вы точно понимаете, вам нужно для работы, для продвижения, или же, например, расширение жилплощади, квартира, дом. Это очень хорошая история, но тратить деньги по прихоти, на глупости, на мелочь какую-то для того, чтобы пустить пыль в глаза или кого-то удивить, вот здесь вот с 14 по 24 марта не надо этого делать. Будет потом ощущение испорченной репутации, неразумно вложенных денег. Сохраните их с собой для каких-то своих других нужд, чтобы не было потом лишних переживаний. Новолуние в рыбах 19 марта, уже говорила, самые эмоциональные дни. У нас, собственно, все основные события и стягиваются к 19-20 марту. Сложно эмоционально, будьте аккуратны в отношениях рыбы второй декады, не ругайтесь, не злитесь, договаривайтесь. Если вы чувствуете, что у вас что-то идет не так, постарайтесь договариваться. Рыбы первой декады, если вам сложно строить отношения, коммуникацию, потому что здесь заканчивает ретроградное движение Меркурий, и он еще и в квадратуре с Лилит, постарайтесь быть максимально аккуратными. Рыбы первой декады – это 19, 20, 23. Достаточно тут до конца марта быть однозначно быть аккуратными. Прям до конца марта и уже в начале апреля распадается аспект Меркурия. Поэтому здесь все проверяйте: документы, финансы, деньги, ошибки.
Будьте аккуратны за рулем, в том числе рыбы первой декады. Просто внимательнее, потому что период ретроградного Меркурия закончится, может вот так вот очень сильно эмоционально, на панике. Не нужно вот эту панику, просто будьте обдуманнее. Не уходите в каких-то такие эмоции, переживания, хотя вы можете с этим договориться в том числе. Идем дальше. Апрель. У нас из ярких событий апреля полнолуние 2 апреля, полнолуние в Весах и новый лунный цикл новолуние это 17 апреля. И вот я могу сказать, что вот эта часть апреля с его самого начала до новолуния, которое будет, у нас там новолуние будет в Овне 17 апреля, вот эта первая часть апреля, она будет более спокойна, поэтому все те дела, которые вы запланировали с марта, начали реализовывать, постарайтесь уложить вот в этот период, потому что у нас с 17 апреля запускается новый лунный цикл, и там, конечно же, а, как вы сможете его отыграть, потому что он будет очень активным, вы сделаете там очень много важных для вас дел, либо он по большей части будет таким агрессивным, потому что у нас еще 26 апреля Уран меняет знак, переходит в знак Близнецы, и вот эта история вообще будет очень сильно ощутимо рыбам первой декады, поэтому здесь, дорогие, сразу понимаете, что будут прям чудеса на виражах, резкие смены обстоятельств, особенно если вы не подготовлены в финансовом плане, если вы морально, в принципе, не подготовлены, тогда вас здесь будет немножечко так выбивать из колеи эта история. Опять же, в начале апреля у нас на небе складывается такой большой аспект Венера с Плутоном в квадратуре, и этот аспект заставляет рыб первой декады очень активно включаться. То есть здесь финансовая составляющая может волновать. Будет такое ощущение, как будто в отношениях чего-то тоже не хватает, ушло взаимопонимание. Будьте здесь с этим аккуратны. Вообще это аспект либо разрушения отношений, либо разрушения финансов, но точно так же это аспект, на котором люди зарабатывают больше денег и растут в отношениях. То есть перерастают кризисы, которые есть, разбираются и потом выводят свои отношения на новый уровень. Постарайтесь не быть беззаботными в тратах, потому что Венера в Тельце в квадратуре с Плутоном, здесь захочется вот таких легких трат, наслаждений, уход в какие-то там состояния, где поинтереснее. Будьте здесь аккуратнее. До 9 апреля, дорогие рыбы, первой декады вот с таким настроением. Здесь же еще кармические узлы идут по первой декаде рыб. Поэтому здесь, дорогие, вопросики, экзамены к вам основательны. Сможете ли вы со своими слабостями справиться? Да, конечно, сможете. Почему нет-то? Мы поэтому и люди нас отделяют от животных не просто наличие инстинкта, но и разум, которым мы думаем, понимаете? Вот. Рыба второй декады. У вас абсолютно, конечно же, в этом апреле время для роста, очень яркое, очень интересное, но опять же, у нас 20 марта Лилит поменяла декаду, и из второй декады, ну, то есть из первой декады Стрельца перешла во вторую декаду, поэтому здесь есть аспект, конечно, к Солнцам рыбам второй декады, и он продлится до июня 2026 года. А когда Лилит находится в Стрельце, это, понимаете, масло масляное. Это когда мы боимся успеха, мы боимся признания, мы боимся масштаба, мы боимся расширения, мы боимся признания в том числе. Мы вроде как этого всего и хотим, успехов в своей жизни, да, но это боязнь успеха. Поэтому здесь проверочки могут быть разные. Еще же Юпитер в гармоничном аспекте к Солнцу рыбам второй декады. Поэтому любое ваше действие будет всегда подкреплено вашим страхом, дорогие рыбы второй декады. Постарайтесь здесь разумно идти вперед, снимать корону, потому что очень часто нас успех проверяет как раз-таки вот этой короной. Мы думаем, что мы самые классные, что мы непобедимы, что вот мы лучше всех справились. И после таких мыслей, как правило, всегда приходит ситуация, когда нам приходится очень жестко снимать корону, поэтому вот не надо так делать. Понимаете, о чем я говорю?
Вот, воспользуйтесь очень разумно этим периодом, если же ваша жизнь будет связана с переездом, поездками, командировками. Тоже хороший апрель будет для вас. Хорошее время решения каких-то спорных вопросов гармоничных, но опять же вы каждую минуту будете думать, что где-то вы не правы, жизнь несправедлива, нужно просто идти вперед, просто делать. Если же у вас все-таки сложатся суды в этот период в апреле, постарайтесь не паниковать, хоть и очень сильно захочется, да, но опять же, было бы хорошо, чтобы до судов не доходило все-таки, да, как-то решить и аспекты этих планет использовать на, конечно же, свой рост, а не на трату такого времени и больших эмоций. Рыбы третьей декады, у вас активное время как раз-таки на начало апреля, и первая его половина – это такой большой мощный период, связанный с большими сделками. Вот помните, я вам говорила в начале видео, что приобретение недвижимости, хорошая работа, новая работа, вот какой-то большой мощный проект, новая компания, новое положение в обществе, социальный статус. Меркурий идет до как раз-таки новолуния, до 15 апреля по знаку рыбы. Там все-таки еще и Луна подтягивается. Большое количество планет будет на границе рыбы и овен. То есть третья декада рыб как раз-таки будет чувствовать вот эту историю. Через Уран будет это все интересно работать, а это все новое в будущее, движение вперед. Но опять же, очень много гармоничных аспектов, и не все могут с этими аспектами справиться. Кто-то начинает паниковать, волноваться. Здесь история больших сделок, больших финансов, хорошие покупки, хорошие продажи, покупка недвижимости, автомобиля, тоже хорошая история у рыб третьей декады. Поэтому здесь, дорогие, могу вам сказать, что если у вас в марте что-то не получится, то до 15 апреля 100% вот эта история. Конечно же, при ваших вложенных силах, вы сейчас скажете, же вот Женя сказала 100%, но, здесь Сатурн, здесь аспект Сатурна, Марс в соединении, Нептун в соединении Меркурий, когда нужно договариваться, когда нужно делать, когда нужно включаться, проверять документы, быть ответственным. Еще и Уран, хоть и в гармоничном аспекте, и Плутон, хоть и в гармоничном аспекте, но держат ситуацию в тисках, понимаете? Поэтому если вы будете прикладывать максимум своих сил, вы получите ту цель, которую вы себе нарисовали, придумали, нажелали или спланировали. Здесь про большие основательные цели, про фундамент жизни. Поэтому двигайтесь вперед, не малодушничайте, с большими целями должно получиться хорошо. Ну и основное событие у нас включается новый лунный цикл с 17 апреля. Хочу сказать, что он сам по себе будет очень активным. Но, забегая вперед, следующий лунный цикл у нас начинается с 16-17 мая, все в зависимости от полушария, в котором вы проживаете сейчас. Вот тот лунный цикл будет очень напряженным, да, спойлер. Все те, кто ждет легкого и расслабленного лета, ой, дорогие мои, не могу я вам его обещать. Я сама жду легкого, расслабленного лета в отдыхе, в отпуске. Ну вот я вот смотрю, и я не могу этого пообещать. Поэтому все те, кто запланировал себе большие амбиции, решение вопросов, заработок крупных сумм, они у вас будут, если вы будете в этом участвовать. Ну, либо тогда, конечно, планируйте отпуск и смотрите на ситуацию со стороны. А так, конечно, лето потрясающее для того, чтобы подняться чуть повыше в социальном статусе. Но, естественно, прикладывать нужно очень много сил. Итак, 17 апреля у нас включается новый лунный цикл, он в Овне. На момент новолуния у нас Луна хоть и в широкой, но квадратуре с Юпитером. Поэтому здесь мы либо будем отстаивать свою справедливость, несправедливость жизни, либо мы будем ругаться, либо мы будем, наоборот, стабильно двигаться вперед, масштабировать себя, масштабировать свою жизнь. А также здесь у нас уже Венера начинает съезжаться в соединении с Ураном. И да, 26 апреля у нас Уран меняет знак, но не просто так. Он меняет знак в соединении с Венерой и в квадратурах на кармические узлы. Кто максимально начнет чувствовать эту встряску? Это встряска обнуления, изменения. Для кого-то это разрушение, для кого-то это обновление мышления,
Лично мы все люди в этом мире начнет меняться мир на 7 лет по-другому, пока Уран будет находиться в Близнецах. У меня на эту тему есть большое видео, ну, оно не очень-то большое, кстати, как Уран будет влиять на каждую декаду рыб в том числе. Там есть это изменения. Рыбы не очень любят такие резкие изменения, то есть если они как бы спокойные, да, то есть эмоции по накатанной, это хорошо. А когда вот такая резкая встряска, не совсем понятная энергия для рыб, ну для рыб первой декады еще более-менее, потому что вы приближены к водолеям, все-таки это когда в жизни трясет для вас какой-то стимул. Но опять же, изменения в контактах, связях, для кого-то будут изменения в отношениях очень сильные, либо сменятся отношения, либо будут изменения в отношениях, то есть новые правила игры будут лично в вашей паре, и вы сами их придумываете, сами всегда люди решают, как в их отношениях классно и комфортно. Здесь нет одинакового алгоритма, потому что мы все по-разному хотим в парах жить. А когда мы хотим смотреть на кого-то, и чтобы наша жизнь была такой же, как у кого-то, значит, мы свою жизнь не живем. Почему? Потому что боимся настроить там, как нам хочется. Страшно. Люди очень сильно боятся заглянуть в себе внутрь. Поэтому здесь, дорогие рыбки, все-таки придется заглянуть очень глубоко внутрь. И рыбы первой декады очень сильно почувствуют как раз-таки эти резкие изменения Урана. Поэтому, мои дорогие, хочу сказать, что с конца апреля начинаются вот такие резкие движения. У рыб первой декады начинаются изменения в отношениях, начинаются вопросы, к которыми, возможно, вы были не готовы, вопросы с финансами в том числе, потому что Венера в соединении с Ураном это изменение финансов. Очень не приятный аспект, если вдруг вы захотите менять имидж, внешний вид, потому что женщины очень часто, выходя из отношений, хотят что-то сделать, удовлетворение не принесет. Потому что Венера, когда находится в напряженном аспекте с Ураном, это никогда не тот эффект, который бы понравился. Понимаете? Подождите, распадется этот аспект, и уже в мае меняйте себе там чего хотите. Но опять же, у нас в мае Венера будет в Близнецах. Там захочется где-то тусоваться, забыться и не быть как все, да, то есть вот как какая-то вот такая включится там игра, поэтому здесь, дорогие рыбки первой декады, будьте аккуратны в отношениях, разговаривайте по-новому, вносите что-то в свои отношения, чего у вас не было ранее, возможно, те самые разговоры по душам. В финансах постарайтесь не пылить, не тратить их по мелочи, по пустякам, тактика не приведет к успеху. В работе может быть тоже резкая смена работы, и здесь нужно об этом таки подумать, либо если вам предлагают какую-то такую более напряженную, например, должность, я не могу сказать, что это будет плохо. Не могу сказать. Возможно, вам нужно как раз-таки вот этот опыт посмотреть, как там будет. Но на самом деле, на таком аспекте большинство людей хочет от всего отказаться и начать жизнь с нуля. То есть отказаться в один день и потом сказать, ну, я подумаю об этом завтра. Так не бывает. На что вы будете жить завтра? То есть я не тот астролог, который вам скажу, пишем сегодня заявление на увольнение, увольняемся, а потом это все решаем. Нет, ну, дорогие, мы же с вами взрослые люди. Поэтому здесь смотрите, что у вас было на этой работе, ваши компетенции. Не обнуляйтесь вот так вот, чтобы в легкости освободиться. Понимайте, решит ли это ваши проблемы или только наоборот все усугубит. Рыбы второй декады. У вас, дорогие мои, на конец апреля период, в котором вот можно расти, двигаться вперед, что-то делать, достигать. Во-первых, будет немножко страшно это делать, и здесь возникнут какие-то скандалы, какие-то конфликты, какие-то недопонимания. Захочется как-то агрессивно себя вести, либо оппоненты будут вести себя агрессивно, партнеры по работе, бизнесу, коллеги. То есть здесь будьте аккуратны, постарайтесь быть неконфликтными. Сложно быть неконфликтным в конце апреля рыбам второй декады, потому что будет такое ощущение, словно все выводят вас
на какую-то вот такую сложную и неприятную историю. При всем при этом в мае еще могут добавиться вопросики в личных отношениях. Понимаете, о чем я говорю? Но опять же, будьте аккуратны. Рыбы третьей декады в конце апреля уходит аспект Урана, распадаются вот эти гармоничные, потрясающие аспекты, которые влияли на рыб третьей декады. Поэтому здесь, скорее всего, у вас будет такой период доделывать то, что вы начали в марте, в апреле. Я не могу сказать, что это какая-то такая плохая история, нет, потому что совсем скоро, в мае буквально, Юпитер переходит в третью декаду знака рака, будет влиять на вас, рыбы третьей декады, и у вас будет такой масштаб расширения, то есть еще больше улучшения. Приобретение недвижимости также, масштаб в работе, в личной жизни, расширение семьи. А если вы уже приобрели недвижимость, скорее всего, вас ждет приятная такая новость, что в вашей семье скоро появится новый человек. Гармоничная история? Я думаю, что да. Но опять же, будьте аккуратны, потому что можете конфликтовать. Марс в квадратуре с Юпитером, и это история первой половины мая, в том числе у вас может быть. Вот такая история рыбы третьей декады. Опять же, будьте не конфликты, идите в масштаб, не тратьте по мелочи, по пустякам, не спорьте, не скандальте, не портите свою репутацию. Вот такая хорошая история у вас будет, если придерживаться определенных правил. Май. Каким будет май? У нас полнолуние. Полнолуние у нас 1 мая, оно у нас в Скорпионе, такое большое, масштабное и интересное. И хочется сказать, что мы будем как-то вот все в легкости такие, но нет. Полнолуние у нас не просто в Скорпионе, еще и Солнце с Луной в квадратурах с Плутоном. То есть это вообще история такая больших дел, больших сделок, больших желаний, реализации, такая мощная трансформация в финансовом плане. И здесь, дорогие рыбы, я могу сказать, что вам нужно двигаться вперед. Всем ли рыбам, рыбам первой, второй, да вообще всем, дорогие, всем, рыбам и первой, и второй, и третьей декады, просто у каждой декады это работает по-разному. То есть у рыб первой декады у вас могут быть сбои в отношениях, вам захочется пожертвовать своими отношениями ради работы, ради больших денег. Не надо так делать. Ну, потрясет в отношениях, поговорите, но это будет такой кризис, который вы переживете. Захочется такой какой-то легкости здесь, да. В финансах здесь не нужно упрощаться, то есть не нужно их тратить на какие-то мелочи, а вот сохранять, приумножать. Хорошая история будет у рыб первой декады. Рыбы второй декады. Я вам говорила уже, что может быть первая половина мая конфликтной, если вы будете конфликтовать. Поэтому постарайтесь быть не конфликтными, как и что я еще могу сказать. Но здесь могут начать у вас сыпаться отношения. А, Опять же, да, и у нас Венера выходит как раз-таки в оппозицию с Лилит. Это конец первой недели мая к 7, да, то есть нарастает вот эта оппозиция всю неделю, и потом она будет спадать. То есть первая половина мая у рыб второй декады страхи в отношениях, страхи в финансах, а вдруг не получится, а вдруг как-то не так, достоин, недостоин. Опять же, Венера в этот период в гармоничном аспекте с Сатурном. А это, если придерживаться стабильной тактики, не тратить, а сохранять, если не ругаться, не ссориться по мелочам, да, конечно, страшно брать новый уровень, новую ответственность. Помните, да, у вас апрель такой масштаб, и март туда же, да, то есть особенно все те дела, что вы, дорогие рыбы второй декады, пытались с декабря 2025 года сделать, декабрь, январь, февраль, и вот они были на стопе, и они тормозили, и не получалось, деньги зависли, работа зависла, то есть включайтесь на максимум, да, будет страшно, а что делать? Ну вот никак, дорогие, только вот так. Рыбы третьей декады. Ну что хочу сказать у вас, дорогие, у вас движение масштаба, у вас движение реализации. Первое, половина мая с полнолуния как раз-таки здесь движение в рост развития. Не конфликтуйте, не тратьтесь по мелочи, вам нельзя по мелочи размениваться. Здесь нужен такой масштаб,
в вашей деятельности. Здесь нужно включать такую мудрость, где-то даже хитрость, обязательно желание услышать оппонента, нужно подключать связи однозначно, при этом показывать себя, свой характер, максимальная коммуникация к середине мая, там еще и Меркурий в Солнце, соединение будет в Тельце, потрясающий аспект с Юпитером. И эта история, опять же, дорогие, смотрите, если у вас не получилось в марте, в апреле приобрести недвижимость, в мае эта история тоже очень хорошая, дорогие рыбы, третьей декады. История масштаба. Здесь как раз-таки первая половина мая потрясающая, но нужно договариваться. Нужно прямо-таки двигаться вперед, и будет ощущение прям таких дефицитов в финансах. Не тратьте по мелочи, там, например, сегодня потрачу, а завтра Вселенная мне даст. Нет, здесь тактика должна быть четкая, понятная. Если где-то себя ужимаете, это нормальная такая вот история. Экономить тоже вот в этот период хорошо, но при всем при этом договариваться, находить связи, совершать сделки. И если что-то где-то получается с трудом, в легкости не обещаю. Нептун в соединении с Сатурном, с третьей декады Тельца Меркурий с Солнцем, понимаете, соединением, вот это все добро в гармоничном аспекте с Юпитером. То есть эта история, когда должно получиться, но сидеть сложа руки не получится. Нужно крутиться, крутиться, и будет у вас все хорошо. Если же у вас расширение идет в работе, это очень хорошая будет работа, улучшение качества вашей жизни, это с поездками, с командировками. Если вам страшно, вы боитесь, говорите «да», вы справитесь, у вас получится. Вначале, может быть, это как-то не очень много финансов, но они потом придут. То есть это однозначно история подъема. Поэтому здесь, мои дорогие рыбки третьей декады, прекрасная история, прекрасная история. Новолуние 16-17 мая у нас в Тельце Солнце, Луна, Солнце, Луна, Меркурий в соединении с Ураном, который уже в Близнецах. Очень такая интересная история, максимально ее чувствуют рыбы первой и третьей декады. И здесь начинается такой основной фундаментальный мощный вопрос у рыб второй декады. Кармическим аспектом Сатурн к вам идет, который говорит, ну так, нужно как-то уже в рост еще пойти, да, то есть усилить свою хватку, подниматься еще выше. Страшно, а что делать, да? Рыбы первой и третьей декады, здесь история однозначно, ну то есть на рыбы первой декады здесь еще и кармические узлы смотрят и как бы заставляют это делать, подкидывают задачи личных трансформаций в рост, в яркости, в развитии. Так еще и Уран в квадратурах на кармические узлы через принуждение говорит, ну давайте уже прямо сейчас вот мы все вот старое уберем и начнем жить по-новому как-то, да, чтобы вам же и было хорошо. Не все понимают такую психологию на самом-то деле. Мы все люди, понятное дело, все, что наработано очень долго, сложно от этого отказаться. Не потому, что мы люди плохие, какие-то слабые, потому что сложно поверить, что наши многолетние труды, они вот как-то вот так вот оп, и все, мир меняется, и все это вдруг оказалось ненужным, да. Поэтому здесь без паники, без страха просто по-старому не получается. Поэтому здесь история работы, здесь история вашего будущего, как вы пойдете в будущее, да. Постарайтесь быть максимально честными, потому что у нас тут Венера выходит в квадратуру с Нептуном, а это история наших иллюзий, иллюзий в финансах. То есть если вы резко обнуляетесь с работы, помните, я говорила совсем недавно в этом видео, что вы резко, если обнуляетесь в работе для того, чтобы вот как-то вот вам мимолетно сейчас стало легче, например, завтра не видите начальника, этот коллектив или тому подобное, то проблемы никуда не решаются. То есть если это увольнение, уход из жизни или из отношений решает как-то ваши вопросы, это одно дело. А если только усугубляет, не надо так делать. Подумайте хорошо о своем будущем. Здесь без масштаба не получится двигаться дальше. Вот никак. То есть здесь нужно становиться больше, не в весе, нет. Хотя аспект Юпитера иногда работает и как лишний вес, когда мы не реализовываемся, когда потенциал в нас велик, но мы его заедаем для того, чтобы предпринимать действия. Рыбы первой декады. У вас максимальная активность этот май и весь июнь двигаться вперед, по-новому менять себя,
Это сложно, это где-то неприятно, это ошибки будут. Мы все ошибаемся. 2025 год и 24 даже, 24 проще. 2025 год показал нам всем, насколько мы умеем ошибаться. Правда? Правда. Просто нужно это признать и пойти дальше. И ничего не случилось. Ну, ошиблись, встали и пошли заново. Человека успешного от неуспешного отличает то, умеем ли мы подниматься или нет. Или вот мы остаемся вот в этой обиде на весь мир, что он нас не понял, и все, и никуда не идем дальше. Не надо так делать. Растите вверх, рыбы первой декады. И вот конец мая у вас будет вот такой активный. Рыбы второй декады. Уже говорила здесь историю очень хорошую с приобретением недвижимости. У вас она должна сейчас начать проявляться очень активно, очень мощно. Такое внутреннее желание стабильности, комфорта, новая работа. Работа, которая принесет такие стабильные, фундаментальные деньги. Это не плохо, это хорошо, хоть и говорят, там рыбы, эмоциональный знак, вот им нужна вот такая вот история. Ну, это понятно. Вы все основные жизненные истории перепроживаете через свои, то есть вы через эмоции свои пропускаете, не знаю, новую работу, новую квартиру. Вы все в эмоциональном плане должны прожить, иначе вы не прочувствуете эту покупку. То есть вы должны понять и принять, сколько вам эмоционального интеллекта нужно для того, чтобы что-то в своей жизни обрести. Там, например, новая должность, да, создание семьи, то есть, если вы эмоционально через себя не пропустили, значит, вы не прожили эту историю. То есть, это солнце рыб, вот так работает. И здесь постарайтесь стабильность через себя начать пропускать. Стабильные решения, забота о своем здоровье, забота о своих финансах, забота о своем красоте, о своем теле. И тогда у вас будет становиться вот этот самый фундамент. Во второй половине мая в эту историю очень хорошо нужно идти. Рыбы третьей декады, у вас на самом-то деле такое большое, хорошее движение вперед. Здесь вы скажете, куда еще дальше вперед? Здесь договоры, здесь коммуникации, здесь масштаб. Я говорила, что Юпитер в третью декаду рака пришел, и здесь масштаб в работе, либо же в личной жизни, расширение, все, что связано с Юпитером. Повторяться уже не буду. Вот те события, которые вы, если не сделали в марте, в апреле, то вот здесь во второй половине мая они начнут у вас работать совершенно по-другому. И июнь в том числе, пока Юпитер до 30 июня идет по знаку рак. Вот такая история. Поэтому здесь вот такой запас прочности у вас есть. Действуйте. Идем дальше. С 20 мая у нас начинается вот такой мощный период, когда начинает прямо-таки трясти. О чем это? Это когда на небе количество напряженных аспектов гораздо больше, чем гармоничных. То есть для того, чтобы у нас что-то получилось, это я сейчас всем рыбам говорю, и первой, и второй, и третьей декад, потому что Венера становится в квадратуру с Нептуном. Это история иллюзий в отношениях, иллюзий в финансах, иллюзий, например, в работе. Точно так же это аспект измен, аспект различных мошеннических схем, от которых мы можем пострадать. То есть это резкие изменения. И это все будет влиять на рыб и первой, и второй, и третьей декады. Влиять через Уран, через Венеру, через Нептун, опять же. Поэтому здесь, дорогие, очень внимательно смотрите, куда вы вкладываете свои деньги, куда вы вкладываете свое внимание, это финансовое либо сексуальное. Поэтому здесь вот такая история. Я хочу сказать, что конец мая, он достаточно напряженный. Почему я говорю про финансы, в том числе и про отношения? Потому что после этого аспекта уже к 27 мая Венера будет в точной квадратуре с Сатурном. А это чувство одиночества, чувство, что нас не поняли, когда наши возможности превратились в наши долги, либо же, если вы берете какую-то, например, приобретаете недвижимость, это какая-то сделка, но сложная, она тянется, она напряженная, она заставляет нас как-то вот двигаться очень сильно, и мы не очень-то, мы же сейчас все в легкости, такие рафинированные, все такие, хочется нам вот этого вот как-то в спокойствии, да, но на самом-то деле у нас в конце мая, я еще и на годовой прогноз на рыб говорила, что у нас в конце мая включается как раз-таки, ну, допустим, с начала нового лунного цикла уже работает. Вот с 16-17 мая
у нас Марс в квадратуре с Плутоном. Это аспект либо разрушения, либо когда мы совершаем большую мощную сделку. Аспект длится около 2 недель, поэтому здесь понимаете, что вторая половина мая и первая неделя июня, она напряженная. Это либо куда-то улетучиваются резко наши финансы, потому что Марс у нас в Тельце, это наш комфортный уровень жизни, это наши отношения в том числе. Плутон находится в Водолее, когда это может случиться резко, коллективно в том числе. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, куда вы вкладываете свои отношения, куда вы вкладываете свои деньги. Очень такой момент встряски, и до 6 июня этот аспект очень таки у нас работает. Многие на этом аспекте закрывают свои долги. То есть это аспект на самом-то деле бизнесменов, когда можно покрутиться, здесь взять, здесь занять, перекрутить. То есть, ну, опять же, понимаете, с чего вы будете отдавать. То есть вот такой конец мая и первая неделя июня, она у нас такая достаточно тоже напряженная. Опять же, 31 мая у нас полнолуние в Стрельце. При всем при этом Солнце в соединении с Ураном. И вот этот вот период с 16 мая до полнолуния, 31 мая такой очень мощный, напряженный в финансовом плане, в отношениях. Здесь нужно максимально приложить своих сил и не развалиться, не развалить свою жизнь рыбы первой, второй и третьей декады. И идем дальше, июнь. Из основных таких событий месяца очень много событий у нас, если говорить про новолуние, 16 у нас новолуние, 15, прошу прощения, новолуние, 21 у нас астрономическое лето включается, 30 июня у нас Юпитер меняет знак, переходит из знака Рак в знак Льва, и уже не такая потрясающая история в аспектах начинается для рыб, поэтому действуйте, пока ваш управитель находится в знаке рака, он дает вам гармоничный, потрясающий аспект масштаба вашей личности. И ретроградный Меркурий также в день 30 июня вместе с Юпитером, вот он уходит в ретроградное движение Меркурий, а Юпитер уходит в знак Льва. Вот такая история. Поэтому, естественно, а еще с 21 июня у нас Юпитер начинает стекаться в точную оппозицию с Плутоном. Это аспект очень больших денег, очень больших резких изменений, масштабов, коллективов, действий. То есть это такое в глобальном плане будет встряска для мира, для социальных людей, в том числе, если вы ведете социальную жизнь. То есть здесь либо ваши финансы пойдут в гору, либо как-то они поуменьшатся. Я записываю этот гороскоп, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы плыли по своим рекам, куда вам хочется, дорогие рыбы. Поэтому, естественно, да, нас в прямом смысле будет до конца августа трясти, потому что Уран поменял знак, но вот точные квадратуры на кармических узлах нам всем сложно будет перестроиться на новый мир, на новый уклад жизни. Но в августе у нас там коридор затмений, август будет приятнее, да, у нас еще и летом 27 июля кармические узлы меняют знак, выходят из знака рыбы. То есть, понимаете, лето у нас уже заряжено. Уже заряжены. И июнь, конечно же, это такая большая подготовка к нашему такому мощному лету. Но опять же, у нас в первой неделе июня Венера соединяется с Юпитером в знаке Рак. Это очень хорошо влияет на рыб третьей декады, поэтому здесь в финансах у вас должно все получиться, договаривайтесь. И Марс еще из Тельца в гармоничном аспекте на вас влияет в этом июне хорошо. Поэтому делайте, договаривайтесь, крутитесь, и все у вас будет хорошо. Рыбы второй декады, вот смотрите, ретроградный Меркурий идет первую половину июня по второй декаде рака, да, и он как раз-таки влияет очень хорошо на вас. Он проходит этот период в квадратуре с Сатурном, то есть
фундаментальные решения, сильные, мощные, ответственные, будут получаться хорошо. Конечно же, будут заставлять приходить к стабильности, да. Не очень любят рыбы вот эти энергии Сатурна, но тем не менее получится договориться, потому что Меркурий в очень гармоничном аспекте. Почему я говорю эту историю сейчас? Потом, конечно же, с 17 июня он перейдет во вторую декаду, в третью декаду, прошу прощения, знака Рак, и только с 30 июня, то есть в июле, он начнет возвращаться обратно. Поэтому вторая половина июля, дорогие рыбы второй декады, это снова решение тех вопросов, которые у вас были в первой половине июня. Понимаете, ретроградный Меркурий вернется. То есть если вы что-то не доделаете или сделаете на абы как, все эти же вопросы, разговоры, коммуникации, они снова к вам вернутся, но уже во второй половине июля. Вот такая история, в середине июля. Вот такая история, и потом он будет опять идти обратно, и получается, что весь конец июля вы тоже будете это решать. Рыбы первой декады. Каким для вас будет этот июнь? Будет ли хорошо, будет ли напряженно? Да, Уран делает квадратуры на кармические узлы, которые заставляют вас меняться, принимать кардинальные решения. Оно не хочется. Решения эмоциональные могут быть, импульсивные, согласно вашего будущего. Но при всем при этом, даже этот Уран в гармоничном аспекте с вашим управителем Нептуном. Поэтому здесь принимайте решения по своему сердцу. А этот же Уран в гармоничном аспекте с Плутоном. То есть выбирайте позицию выше, позицию сильнее. Да, конечно же, захочется спрятаться куда-то и сказать, я ничего не хочу решать, я хочу быть в домике. Но опять же, к концу июня у вас будут решения очень такие масштабируемые, потому что Уран будет стекаться даже в потрясающий аспект с Юпитером, а вам придется все равно уйти в масштаб, делать больше, становиться ярче, становиться открытие, становиться классным, узнаваемым человеком, перестать сидеть на том скромном стуле, на котором вы сидели. То есть здесь большие действия, большая ответственность, но и результат будет интереснее и ярче. Вот такой июнь, если коротко рассказать. Будут, конечно же, месячные гороскопы. 15 июня у нас включается новый лунный цикл. Он в Близнецах. Не могу сказать, что он будет каким-то плохим, но Солнце в соединении с Луной будет в оппозиции с Лилит. Будет страшен масштаб, конечно же, будете за это переживать. Здесь готовьтесь, с 20 июня Лилит меняет знак, и рыбы третьей декады начнут переживать, что нам страшно, достойны, недостойны, могу ли я, не могу ли я. Можете. В целом, дорогие рыбы, первой декады. Хочу сказать, что эта весна в прямом смысле должна поменять вашу жизнь. Но мой гороскоп ничего не значит, если вы ничего не делаете, боитесь принимать решения, оттягиваете принятие решений, действий и тому подобное. И если вы идете в изменения, идите. Страшно всем. Все мы люди, все мы ошибаемся, все мы не идеальны. Убирайте иллюзию вот этого успешного успеха. Очень много чего в социальном мире находится за скрытыми масками. Поэтому здесь совершайте зрелые решения, взрослые, и понимаете, что вот на том уровне, на котором вы сейчас живете, рыбы первой декады, вы наигрались, вот вы там все знаете, и вам нужно только уровень выше. И тогда вам станет хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Да, придется поменяться. Мы все сейчас поменяемся. Рыбы второй декады. Дорогие мои, хочу сказать, что у вас эта весна время масштаба. То есть, если вы не внедрите в свою жизнь до начала мая больших каких-то мощных крупных действий, резких изменений, связанных с работой, социальным статусом, местом проживания вашей семьи, то по итогу в июне вам будет казаться, что вы самый несчастный человек. Вы будете в прямом смысле разочарованы и не удовлетворены своей жизнью. Да, где-то страшно. Но все-таки конец мая и июнь – это месяца, которые заставят вас брать ответственность. И июль, и август будут на таких же энергиях, поэтому здесь, мои дорогие, просто понимайте, насколько это может продлиться. Что вам нужно сделать? Принять больше ответственности, потому что здесь кармичный аспект Сатурна все-таки больше ответственности, больше силы, принятые взрослые решения, и тогда у вас будет то, что вы хотите. Хотите больше. Рыбы третьей декады. У вас вообще, я считаю, тоже классная история, абсолютно. Очень много и на март, и на апрель движений резких от Урана. Берите многое, но
Дайте себе момент переключаться, отдыхать иногда. Многие не справляются с таким спектром, хоть и гармоничных аспектов, люди просто устают и не справляются, не могут удержать фокус внимания. Планируйте очень хорошо свое время, приземляйтесь, не улетайте ни в какие другие реальности. Запланируйте себе большой прорыв, и он тогда у вас будет. Да, вы можете где-то в конце марта провиснуть, но в апреле эта история уже будет идти очень сильно хорошо в рост, понимаете? Хорошая история для отношений, в том числе для знакомств, которые могут перейти в любовные отношения. Это уже конец весны, май, июнь в том числе. Поэтому здесь, мои дорогие рыбы, первой, второй декады, дерзайте. Потрясающее начало вашего персонального года этой весной. Делайте и будет. Принимайте решения, меняйтесь. Страшно? Да, берите планку, которую вы раньше не брали. Ну а кто сказал, что в 2026 будет легко? Я не говорила. Но если кто-то другой говорит, ну тогда вот, ну, как говорится, мы каждый выбираем, какой гороскоп слушать. Дорогие, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Ну или увидимся с вами в следующем гороскопе. Пока-пока.